Изготовление фасадной вывески солидного внешнего вида. Например, вот такой. Не нужно быть специалистом наружной рекламы. Такую вывеску можно изготовить самостоятельно. Демонстрируем таким образом, какую вывеску производим. Для изготовления нам понадобятся ножницы, нож по ракалу, или для разрезания бумаги, как он еще называется, ракель, желательно войлочный, вот такой. И подрезка. Оригинал макет делается в программе для векторной графики. Можно заказать на фирме, которая занимается плоттерной подрезкой. Вот таким образом разбирается плоттерная подрезка. Видео сделано для людей, которые не занимались или не занимаются наружной рекламой. Поэтому становимся более подробно на процессе разбора подрезки. Ножом поддеваем пленку и потом снимаем лишние элементы. Подрезка выполнена называемой зеркалкой. В процессе производства вы увидите, почему это так. Разберем герб Украины. Табличка официальная, поэтому присутствует национальный герб. Вот. И теперь мелкие буквы, маленькие. Маленькие буквы сложнее разбирать. Чуть-чуть ближе покажу. Нужно обращать внимание на мелкие детали. При разборке маленькие детали, например, внутренности букв, чтобы они не улетали. Еще крупнее. Старайтесь разбирать по движению буквы, как будто рисуете ее. Буква А, внутренность, обратите внимание, осталась на месте. Тут тоже был сложный момент, можно было потерять внутренность буквы. Вот. И покажем еще крупнее. Тут видно, как пленка подрезана ножом. Нож подрезает только пленку, а бумагу он не прорезает. Это особенность плоттерной подрезки. Вот. Сейчас видно, я ножом упираюсь в саму букву, как бы. И не рядом, не в место реза, а именно в саму внутренность, которую нужно выбрать. Я ножом пытаюсь ее поддеть. Все. С подрезкой закончили. Вот это монтажная пленка, так называемая. Нам нужно полметра на сантиметров 60 где-то. Там, полметра на метр обрезать. И акрил. Акрил прозрачный. С одной стороны уже защитку снял. С другой стороны пока не нужно снимать. Она не мешает. Берем ракель. Еще раз покажу войлочный. Ракель уже мягкий, войлочный. Вот подрезка. Ее нужно четко
выложить по размеру акрила. И этот момент нужно проконтролировать, чтобы подрезка получилась ровно по акрилу. Это обычная железная линейка, используется вместо подгрузки. Сейчас подрезка выставлена по акрилу. Демонстрирую, каким образом прикатываю монтажку к подрезке. Вот сейчас внимательно смотрите, я изначально монтажку приклеиваю не к пленке, а к поверхности стола. Сейчас я к поверхности стола приклеил и потом аккуратно перехожу на подрезку. Подрезка сейчас лежит на акриле. Все, можно сдвинуть линейки. Можно сразу не убирать, можно было просто подвинуть. И теперь аккуратно, сейчас нужно внимательно, чтобы не было заломов на монтажке. Монтажка ровно делает. Там у меня я руку, вот видите, разбираю. Вот. И вот у меня тут появляется залом. Но залом, он идет в одном месте, только там идет маленькая складка. Она не влияет, поэтому я не пытаюсь отрывать, убирать. Она мне не мешает. Аккуратно, не спеша, маленькими порциями, и ракель перпендикулярно под маленьким углом. Сначала, наверное, желательно, чтобы он кто-то поддержал монтажку. Эту процедуру выполнить вдвоем. У меня получается самого. Таким образом ракель наклоняется. Все, монтажка прикатана. Теперь нужно хорошо продавить, чтобы все элементы хорошо приклеились к монтажке. И еще раз я проверяю, чтобы пленка не сдвинулась по отношению к акрилу. Акрил тут миллиметровый прозрачный. Вот, теперь я держу, чтобы не сдвинулось, и поднимаю уже монтажку вместе с подрезкой. Снизу силиконовая бумага, силиконизированная. Мы ее берем таким образом. То есть делаем ровную линию. Вот. И сейчас, смотрите, я прикатываю аккуратно. Аккуратно, чтобы была ровная линия. Вот. Все, есть. И сейчас подрезка уже зафиксирована на акриле. И по мере поклейки она не должна сдвигаться. Пленка чуть тянется на самом деле, то есть она не совсем жестко будет держаться, но вот это, что пленка тянется, на данном размере это будет порядка несколько миллиметров. Это не критично. На самом деле вот эту процедуру поднимать и подтягивать бумагу я делаю для видео. То есть для обычной поклейки можно не поднимать, можно просто подтянуть бумагу и все. Нужно внимательно поднимать пленку с бумаги, чтобы случайно никакие элементы на бумаге не остались. Прикатываем до конца. И сейчас я покажу подложку. Вот. Смотрим на подложку. Не осталось никаких внутренностей букв, ничего. Все, подложку можно убирать. Если случайно они там остались, нужно было бы сейчас, после того, как мы оторвем, нужно было бы эти внутренности клеить на те места, которые им предназначаются. Вот, открываем монтажку.
Некоторые пользуются один раз монтажкой, но эта монтажка можно несколько раз пользоваться, не одноразово. Для таких точных работ желательно использовать новую монтажку, а для каких-то более крупных поклеек можно использовать и бывшую в употреблении, скажем так. Вот сейчас прокатываем еще раз все внутренности, чтобы хорошо приклеились. И нужно, сейчас я переворачиваю. Вот. Сейчас лучше потратить время и внимательно прочитать, просмотреть всю вывеску, чтобы, да, я показываю, что это в защитке еще акрил, надписи на защитной пленке, это не на акриле надписи, потом он будет прозрачный. Вот. Нужно все прочитать внимательно надписи, чтобы не было никаких неприятностей после того, как вы табличку до конца изготовите. Все хорошо. Можно теперь приклеить золото. Золото — это металлизированная пленка. Она выпускается у многих производителей. Вот. Но золото бывает одностороннее. Поэтому перед поклейкой желательно посмотреть, какого цвета клеевой слой. В данном случае все хорошо, клеевой слой золотого цвета. Тонкая металлизированная пленка имеет особенности при поклейке. Желательно потренироваться на обычном пластике перед такой сложной работой. Вот сейчас я упираюсь рукой, придерживаю, чтобы пленка не сдвинулась. Вот. Поднимаю, надо внимательно, чтобы не было залома по металлизированной пленке. Вот. И сейчас внимательно, видите, она пытается, все время пытается делать не так, как не надо. Вот. И теперь момент, видите, не ввиду по пленке, а изнутри наружу, изнутри наружу. Это нужно для того, чтобы не пошел изгиб по золоту, чтобы не было волны. Если пойдет волна, вы не сможете приклеить пленку. Поднимаем бумагу силиконизированную. И теперь, да, вот я сильно натягиваю пленку, чтобы она сама не легла на акрил. Вот сейчас он под натяжением идет. Вот. И видите, внимательно сейчас, чтобы не было изгиба, чтобы не пошел залом. Как только пойдет залом, табличка будет испорчена. Придется золото переклеивать. Скорее всего, не только золото, и подрезку тоже. При поклейке такой пленки желательно ракель держать более вертикально, практически под 90 градусов, и жестко, нужно жестко. Жестко, сильно придавливать пленку к акрилу. Не бойтесь поцарапать, сейчас хорошо видно, как у меня царапается золото. Появляются разводы на нем. Ракель мягкий, но разводы все равно появляются. Вот, и уже видно. Сейчас я чуть увеличу. Вот, видно хорошо, золото продавливается, как пленка металлизированная, она чуть-чуть вдавливается туда, внутрь букв. Это именно тот эффект, который так нравится заказчикам. Видно буквы, большие буквы нотариус вообще вдавлены туда. Появляется такой как бы псевдообъем. На видео легко и просто все это, но это кажущаяся простота. Это сложная поклейка. Оставим этот кусочек, еще может пригодиться для каких-нибудь мелких вещей. Все, теперь я продавливаю все это тут, внимательно прохожу все буквы, для того, чтобы появился объем, тот, который так красиво смотрится. Вот видно буквы нотариуса,
выделяются как будто объемные такие. Все, акриловая табличка готова. Теперь сделаем из нее фасадную вывеску. Убираем защитку. Сейчас она нам не нужна. Потом ее будет сложно снять. Это готовый порезанный профиль. Я его заказывал уже. Там порезано в размер, с уголками. Под 45 градусов все отрезано. Уже готовый. Ее нужно только собрать. Тоже золотого цвета. Вот и элементы крепежа. Это пружины. Уголки. 4 штуки должно быть. И петли, на которых эта вывеска будет вешаться. Ну, болтики, фиксаторы для уголков. Да, вот. Сами пружинки крупнее продемонстрирую. Уголки соединительные. 4 штучки. Петли, замочные скважины. Тоже с болтиками нужен. И вот сами болтики фиксаторы. Как собирается рамка. Берем уголок, вкручиваем туда 2 болтика. Мне проще это делать вручную, некоторые пользуются отверткой. Вот так он должен быть собран. Вот это угол, как в каком виде он должен быть. Закрутим его отверткой. Уголок. Закручивать лучше сильно. Тут профиль не этот. Но в момент закручивания нужно смотреть, чтобы угол был, да, чтобы сходился. Лучше вот так держать, чтобы уголок сходился. Все. Таким образом собираются все остальные уголки. Вот так оно выглядит сзади. Теперь продемонстрируем замочные скважины. Они нужны для того, чтобы смонтировать табличку. В случае, если она висит, например, в помещении где-то. Вешается по способу, как картина. Пока просто вставим их туда, чтобы не забыть. И соберем рамку. Вот наша табличка акриловая, которую мы уже поклеили. С такой технологией можно делать кабинетные таблички. Они очень красиво смотрятся. Вот. И последний элемент, верхняя планка. Вставляем уголки, фиксируем их.
Есть. Так, закручиваем. Все. Готово. Ставим на место. И фиксируем. Вот теперь зафиксируем акрил профиля пружинками. Эту табличку можно было и 6 пружинок поставить. Сейчас я покажу. Дорабатывать буду для наружного использования. Чуть-чуть она по-другому будет сделана. Не так, как задумал производитель профиля. Последняя 4-я пружинка. Вот, теперь зафиксируем замочную скважину. Там у меня метки есть на этом, на профиле верхнем. Вот, все, для внутреннего использования вывеска закончена. То есть в таком виде ее можно уже монтировать, вешать, отдавать. Вот. Теперь что мы сделаем для наружного использования? Возьмем герметик наружного применения. Это автомобильный герметик для герметизации швов кузова автомобиля. Я заливаю полностью пространство между акрилом и алюминиевым профилем. То есть получается, как будто вывеска полностью все пространство внутри алюминиевого профиля заполнено компаундом. Не нужно никогда спешить с изготовлениями вывесок. Табличек для качественного исполнения нужно иметь всегда время в запасе. В данном случае герметик схватывается в течение суток. То есть сутки желательно ему дать застыть. То есть мы вот сейчас я закончу с герметиком. И после этого я дам ему схватиться. То есть сутки табличку никто трогать не будет. Она спокойно полежит в мастерской, подождет своего часа. Герметик удовольствие не дешевое. Его нужно много, такую табличку. Нужно учесть это при составлении калькуляции на такую вывеску. Все есть. Вот, герметик застыл. Чуть ближе покажу, как это выглядит изнутри. Все пространство внутри профиля залито герметиком. Вот, а теперь что у нас снаружи? Снаружи у нас вот такая вот красота. Теперь метод крепления наружной вывески. У меня на резиновом мотыге уже есть отмеченные места, в которых будет установлено саморезом. Это такая маленькая хитрость. Если чего-то нельзя спрятать, нужно его изначально подчеркнуть и выделить.
самое, мы тот же самый прием мы сейчас используем. То есть мы специально преднамеренно выделили места саморезу с помощью таких элементов круглых золотых. Когда мы установим вывеску на фасад, этот золотой элемент круглый, он будет нивелировать шляпку самореза, она не так будет бросаться в глаза. Это дизайнерская хитрость. Фиксируем все 4 угла. Вот таким образом вывеска выглядит на двери. Дверь бронирована. Так смотрится механизированный цветополитока. Хорошо видно, что саморезом в глаза не бросается. Это именно эффект золотой подложки под саморезом.